Всем привет, с вами снова Алина, и так как я сейчас на отдыхе, решила снять для вас расслабленное, но очень полезное видео. Видите, даже тут с мокрой головой сижу, потому что тема у нас с вами интересная, как вы уже догадались из названия видео. Мы с вами поговорим про моду, про тренды, но сегодня я не буду составлять какой-то список, как обычно, что в моде, что актуально. Я попытаюсь объяснить вам, как понимать, что в моде, что в тренде, и как понимать, например, что какой-то блогер говорит о том, что не имеет отношения к брендам, как понимать, на какие вещи стоит обратить свое внимание в магазине. В общем, как во всем этом многообразии разобраться, для того, чтобы не просто слепо кого-то слушать, а действительно, чтобы у вас было понимание того, как работают тренды и, собственно, где их найти. В общем, давайте начнем. И первый мой вам совет, с чего начать? Вот изучение. Вы хотите понять, что в тренде, да, куда бежать, кому обращаться. Кто-то идет на YouTube, да, например, вы можете открыть видео вашего любимого блогера, например, мое, где есть подборка, например, тренды весны. Да, это классно, это очень удобно, потому что в одном видео блогер вам там собирает и все раскладывает по полочкам, но всегда есть вероятность того, что блогер, возможно, не совсем профессиональный в этом вопросе, и вот вы его, например, видите первый раз, как понять, что там человек разбирается в этом вопросе. Поэтому в первую очередь вы обращаетесь к профессиональным ресурсам, то есть к ресурсам, которые связаны с модой, и это не какие-то статейки в интернете по запросу тренды там 2021 года, нет, вы идете на ресурсы, вроде Vogue, Harper's Bazaar, то есть крупные, солидные издания. У них у всех есть свой сайт, и у них у всех есть подборки, во-первых, с показов, а во-первых, у них каждый сезон выходят какие-то статьи, связанные там, что в моде в плане косметики, что в моде в плане одежды, обуви и тому подобное. То есть вы обращаетесь к очень проверенному и качественному первоисточнику, потому что первоисточник зачастую у всех этих трендов это такие вот солидные издания. Потом, если вы разобрались, посидели на сайте этих изданий, я ссылки на самые авторитетные сайты, наверное, вам оставлю в описании, чтобы вам было удобнее, чтобы вы могли попрактиковаться. И после этого вы уже, например, будете понимать, когда включите видео вашего любимого блогера, несет он что-то странное, как говорится, либо действительно разбирается в теме, потому что вы уже видели первоисточник. Это не говорит о том, что вы каждый раз должны смотреть и первоисточник, например, Vogue, и потом слушать блогера. Нет, это поможет вам понять вообще, понимает ли тот человек, который вам вещает, который пишет какие-то статьи, там, в ТикТоке, я не знаю, на Ютубе, где угодно, понимает ли он вопрос, разбирается он в теме, и в следующий раз это действительно поможет вам сэкономить время, потому что вы понимаете, ага, вот этот человек, он за меня уже разобрался, ему можно доверять, он, скорее всего, тоже обращается к этому первоисточнику, его перерабатывает, и я могу ему верить. Очень удобно, и в итоге вы найдете там своего какого-то профессионального там блогера, стилиста, неважно, в общем, человека, который за вас информацию переработал и который выдает вам вот только то, что нужно, и вам не приходится делать огромный ресерч. Но также я уверена, что есть люди, которым мало, да, вот этих видосов от блогеров каждосезонных, и хочется больше понимать, хочется самому как-то в этом разбираться и не ожидать ролика, потому что там блогеры часто не выпускают ролики, например, где же видео тренды весны, я хочу что-то обновить, тренды лета, а ролика все еще нет. Такое тоже бывает. Как научиться самому понимать, что в тренде и что покупать? Здесь у меня есть самый главный совет. Вы должны сначала разобраться, в сторону каких тенденций вы будете смотреть, потому что есть огромная, просто огромная разница трендов, если мы говорим про американские, европейские и азиатские. То есть там прям пропасть, ребят, реально вы должны просто понять, что вам ближе и что вам интереснее, потому что чисто там европейские тренды, понятное дело, это считается вроде квинтэссенция моды, Европа, да, у Америки свои нюансы, у Азии свои нюансы, но вы должны разобраться, что вам интересно, Америка, Европа или Азия, и уже исходя из этого вы уже будете формировать и багаж каких-то своих знаний, и багаж блогеров, да, или там даже каких-то стилистов, знаменитостей, да, на которых вы, например, будете равняться и смотреть, что им там подбирают стилисты за там кругленькую сумму. Я рекомендую вам изначально понять, какой рынок вас интересует, и уже исходя из этого мы с вами будем дальше общаться. А если вас интересует
интересует, например, начнем американская мода, да, вам нравится все вот там около Kardashian стайл, что вот пропагандируют американские западные блогеры. Соответственно, здесь и стоит смотреть на представителей модной индустрии Америки. Это могут быть модные дизайнеры, супермодели, какие-то знаменитости, с которыми работают стилисты. В общем, здесь все не так сложно. Опять же, можете обращаться к модным изданиям, но здесь, наверное, будут нюансы, что условный Vogue американский — это самый влиятельный модный журнал в мире, и он будет отражать тренды в части, наверное, больше даже европейские, и не там чисто американские. Да, там есть какие-то у них, например, специздания, где рассказывают про местных дизайнеров, про местные бренды, но все равно там тенденция к тому, что освещается то, что актуально в Европе, и так как основная часть все-таки модных трендов, она идет вот из Европы. Милан, Париж, там Лондон, все вот крупные европейские столицы, они формируют ту моду, которая, собственно, адаптируется в каждой части света. Поэтому здесь гораздо проще действительно обращаться к блогерам и знаменитостям. Если мы говорим про Европу, да, тут мы четко идем на издания, про которые я говорила раньше, на которые я оставлю ссылку в описании. В Азии тогда у нас такое же правило, как и в Америке. Вы, в принципе, обращаетесь к тематическим блогерам, и также здесь вы можете изучать издания, например, корейские, но там, конечно, есть определенные нюансы, связанные с переводом, поэтому тоже бы рекомендовала вам обращаться за адаптацию к каким-то блогерам, потому что на Ютубе, например, есть субтитры, вы можете включить субтитры и понять, что там человек вещает. Если мы говорим про Инстаграм, это гораздо проще, вы просто по образам какого-то влиятельного блогера можете понять, что сейчас актуально, но это не единственный способ, как разбираться в трендах. Есть очень много брендов, которые действительно отражают тренды здесь и сейчас. И я сейчас говорю про масс-маркет, потому что вы все прекрасно знаете, что есть условная Zara. Это тот магазин, то есть тот бренд, в который вы просто заходите, и вы понимаете, что сейчас модно в конкретный момент времени. Вы заходите в крупную Zara, вы заходите даже на их сайт. Это, наверное, даже будет логичнее, потому что ассортимент в разных магазинах может быть абсолютно разный. И просто на главной странице брендов типа Zara, Uterko вы сразу видите, что сейчас модно и что сейчас актуально. Если Zara — это тот бренд, который, например, отражает моду вообще для всех возрастов, для всех типов фигур, для всех профессий, то есть вот Zara — это самое простое. Проходите мимо витрин Zara, просто заходите даже в нее и примерно понимаете, что сейчас в тренде, потому что Zara очень быстро реагирует на все модные колебания, и там коллекции обновляются со скоростью света, потому что ни для кого не секрет, что Zara черпает вдохновение, будем мягко говорить, от самых топовых дизайнеров, от самых топовых брендов. Если вы, например, подросток, если вы мама подростка, и вы хотите понять, что сейчас актуально среди подростков, вы обращаетесь тоже к такому же просто гиганту, но в молодежном сегменте. Например, Bershka, Stradivarius, если мы говорим про какие-то магазины, которые, да, вот представлены в России, в частности, я думаю, для удобства понимания вам это будет легче. Это крупные сети, которые тоже очень быстро реагируют, и которые, некоторые из них тоже относятся к тому же холдингу, что и Zara. Они супер быстро реагируют на тенденции, и если вы не хотите разбираться, что сейчас носят подростки, вы просто идете в условную Bershka и Stradivarius, и по манекенам вы прекрасно можете понять, что сейчас модно и что сейчас актуально, а не проталкивать свою идею, что нет, вот это сейчас модно. Zara, она более универсальная, она для всех. Есть, конечно, сегмент такой чуть-чуть подороже, чем Zara, Uterko, по-моему, так называется этот бренд, он тоже относится к тому же холдингу, что и Zara, и там тренды для, знаете, мне кажется, таких стильных девушек постарше. У каждой возрастной категории есть какой-то такой магазин-ориентир. Если вы зайдете на их сайт, зайдете в их магазин, вы будете понимать, что сейчас модно и что сейчас актуально. Это самый простой вообще вариант. Если вы не хотите разбираться в трендах, вы просто заходите на сайт, либо в эти магазины, и все примерно становится понятно. Там и сумки, и аксессуары. В этом видео нет рекламы, потому что такие сети, мне кажется, у блогеров вообще рекламу не берут, но они очень классно отражают те модные тенденции, которые вот сейчас здесь и сейчас в моменте. Это не про базу, это именно про то, что актуально сегодня. Также обязательно нужно формировать свою насмотренность, и формировать ее можно в социальных сетях типа Pinterest, да. Вы можете подписаться на доски каких-то стилистов, на доски каких-то людей, чей вкус вам нравится и чему мнению вы доверяете, потому что, в принципе, можно ввести там Trends 2021, лучше делать все запросы на
на английском языке, и вы будете получать какую-то такую актуальную информацию, которую сохраняли другие люди на своих досках, и там переходишь на одну картинку, потом на следующую. Во-первых, так вы формируете свою насмотренность, потому что Pinterest очень хорош в плане своих алгоритмов, рекомендаций, там действительно есть даже такая, знаете, поговорка: картинка как из Pinterest, образ как из Pinterest. То есть это говорит о том, что это что-то стильное, что-то вроде как с хорошим вкусом, и в Pinterest часто встречается и, конечно, что-то устаревшее, но в целом, если вы будете вводить запрос правильно, например, тренды 2021 года по-английски, то вы будете получать актуальную информацию, потому что на русском языке очень информация искаженная. Еще мой вам совет: не читайте вот эти статьи, просто какие-то в интернете, например, вы в Яндексе, там, в Гугле вбили тренды 2021 года, лето, и вот там выходят какие-то подборки каких-то no-name сайтов, просто неизвестных, не имеющих отношения к моде, в которых там рассказывается про то, как борщ сварить, как дома прибраться, как заплатить налоги, и помимо этого есть статья о том, какие тренды, например, в 2021 году, и при этом картинки там из глубокого 2008. Вы должны понимать, что эти статьи, они пишутся не профессионалами, это пишет обычный копирайтер, то есть человек, который занимается наполнением сайта для того, чтобы сайт продавал рекламу. Поэтому очень многие возмущаются, говорят, что вот на том же сайте там было написано, что это в моде. Это вот просто обычный человек, который там получает зарплату за то, что пишет статьи. Она, возможно, до этого писала про то, там, как банки закатывать. После этого она, опять же, там, помогала составлять кому-нибудь налоговую декларацию, тоже какую-нибудь статью на эту тему писала. И вот сейчас пишет статью про моду. Поэтому таким статьям лучше не доверять. Если вы хотите почитать какую-то статью, идите на проверенный ресурс, либо идите к профессионалу, идите в какой-то блог, в котором человек зарекомендовал себя, что он эксперт, что он в моде хотя бы разбирается, что у него есть хотя бы модная интуиция. И этим статьям верить ни в коем случае не нужно, потому что это просто наполнение для того, чтобы в поисковике сайт лучше индексировался, вы на него переходили и воспринимали все там за чистую монету. Нет, ни в коем случае так делать не нужно. Идете только к проверенному первоисточнику. Это то, чему меня в первую очередь научил юридический факультет. Еще, конечно, есть самый хардкорный вариант. Вы можете смотреть показы. И на самом деле я не считаю, что это прям супер хардкорный сейчас какой-то вариант, потому что в 2020 год он внес свои изменения, и сейчас модные показы там топовых брендов Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Jacques Mur, все вообще бренды сейчас делают роскошные показы, которые очень интересны и которые смотреть одно удовольствие. Это такие мини-фильмы, там условные, посмотрите шоу «Последний Луи Vuitton», это восторг, это очень стильно и красиво, и это тоже, во-первых, формирует насмотренность, а во-вторых, вы можете понимать, что будет в моде в том сезоне, о котором они говорят, потому что нужно понимать, что когда вы видите какой-то показ, там четко написано, например, осень-зима 2022 года, то есть это относится к 2022 году, у вас будет время подготовиться и найти какие-то, например, похожие вещи, если вы не планируете покупать что-то от этого модного дома, и это замечательно, что у вас есть такой зазор, такое время, и вы в дальнейшем, уже спустя, например, там полгода будете понимать, на какие вещи стоит обращать свое внимание, что в тренде, что актуально, потому что, понятное дело, что есть такие бренды, мастодонты, на которые все равняются, и которые действительно отражают там самые острые модные тенденции, там Prada, Dior, Gucci, есть очень много брендов, которые стреляют только в конкретный сезон, и в каждый конкретный сезон есть какой-то один люкс-бренд, который вот он перетягивает на себя одеяло. Например, мы говорим про обувь и сумки, что вам приходит на ум? Конечно, бренд Bottega, потому что, ну вот, действительно, в последний год это бренд номер один, но это будет не вечно, потому что постоянно бренды меняются. Если мы говорим про, например, платья и в прошлые сезоны про какие-то соломенные сумки, то, конечно же, бренд Jacques Mur, и в каждом сезоне есть какие-то бренды, которые одеяло на себя перетянут, и если вы не можете, исходя из показов, например, понять, кто будет тем брендом, который будет просто всех за собой вести, это вы, опять же, можете на первоисточниках почерпнуть, типа там Vogue и Harper's Bazaar. Но в целом, вообще, для насмотренности, для того, чтобы понимать, как мода работает, и для того, чтобы вы там просто не слушали каких-то блогеров, и там даже мои видео нет, вот мало ли, что я могу сказать,
сказать. Вот меньше мне верьте другим блогерам, проверяйте все, смотрите шоу, смотрите показы, и если вы их будете смотреть в больших количествах, там, посмотрите все, там, например, десятку крупных шоу самых известных брендов, вы не ошибетесь в трендах, и вы не будете покупать то, что является откровенным антитрендом, потому что у вас уже все сложится в голове, будет сформирована определенная насмотренность на определенный сезон. Многие могут сказать, что, блин, Алина, на этих показах модели одеты очень странно, да, у них есть какие-то странные головные уборы, странные макияжи, очень много-много но. И в этом весь смысл посмотреть много шоу, а не одно. Вы увидите общие закономерности, вы увидите что-то, что объединяет. Вы, например, увидите, ага, вот я посмотрела 10 шоу, и было много металлика, или было очень много зеленого цвета, ага, жаккардовая ткань, и вы сможете все это в голове своей сложить. Понятное дело, что гораздо легче послушать какого-то любимого фэшн-блогера, послушать любимого стилиста, почитать какую-то статью в его тематическом блоге, потому что за тебя человек уже переварил информацию и выдал тебе вот самое нужное. Но прежде чем полностью довериться какому-то человеку, я бы вам все равно рекомендовала научиться в случае чего и самим в этом разбираться. Вроде как кто-то скажет, а зачем мне это надо, мне легче послушать блогера, но чтобы понимать, каких людей смотреть, каких людей слушать, нужно овладеть азами. Это не сложно, это не какая-то наука, которая нужна всем. Но если вы интересуетесь модой, если вы хотите покупать что-то трендовое и актуальное, прежде чем полностью довериться какому-то человеку, научитесь вот этой базе, тем более это не сложно, просто посмотреть шоу, почитать статьи, это не займет много времени, и скорее это такая рекомендация для тех людей, которым действительно интересно, как научиться разбираться в этом вопросе, вот как. Где брать эти источники? Я в этом видео вам постаралась хотя бы как-то кратко это изложить, несмотря на то, что видео, мне кажется, уже получилось довольно длинным. Подписывайтесь обязательно на мой канал, нажимайте на колокольчики, у меня видео про тренды выходят регулярно, и опять же, вы можете проверить, исходя из моих рекомендаций, насколько актуальны мои советы, насколько они актуальны. Кто меня смотрит давно, думаю, мне доверяет, и потому что очень часто бывало, что я там что-то говорю, а потом люди мне пишут, что вот, я посмотрела твое видео, как классно, что действительно, да, это все в тренде, я сама это встречаю в магазинах, и мне безумно приятно получить такие слова, Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, я там выкладываю какие-то свои луки, какие-то свои образы, у меня там тоже много чего связано с модой и с моей жизнью, мои путешествия. Вот в частности, смотрите, сейчас я в таком вообще не фэшн-виде, с мокрой головой сижу перед вами. Хотела снять видео, пока солнце совсем не зашло, но с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Вот просто скажите, что за магия? Уже 6 с чем-то вечера, а все еще светло. Это просто офигеть. Это как вообще работает? Потому что в Ростове я уже после 3 снимать бы в это время не могла. Это какая-то магия. Просто магия вне Хогвартса. Ну, вообще сейчас закончила снимать видео, и пора опять идти в тренажерный зал. 2 раза в день, прикиньте, я хожу в тренажерный зал на отдыхе. Если вам интересно видео какое-нибудь про отдых мой, что-нибудь тематическое, потому что до конца досматривают эти видео все равно только проверенные подписчики. У нас здесь с вами своя закрытая тусовка. Могу говорить, что хочу, могу спрашивать, что хочу. Короче, напишите, что вам интересно вообще про этот мой отпуск. Что-то интересно, я бы сняла и рассказала. А кто не досмотрел, тот не поймет, о чем мы с вами говорим.